Всем привет, с вами Светлана. Ищете свою идеальную квартиру для инвестиций, отдыха или для жизни? В этом видео я подготовила для вас интересную подборку квартир, которые прямо сейчас выставлены на продажу. Сегодня мы с вами отправимся в одно из самых популярных и живописных мест болгарского побережья – Свети Влас. Здесь горы встречаются с морем, и почти каждый комплекс дышит роскошью. Ну что, давайте начнем. Свети Влас – это не просто курортный поселок, это уникальный природный и экономический феномен. И вот 6 фактов, которые вам стоит знать. Факт номер 1. 2 эпохи застройки. Архитектура. Свети Влас четко делится на до и после. До 2000 года это был уютный городок с малоэтажной застройкой, максимум 3 этажа. Если вы гуляете по старому центру, обратите внимание на крыши. Двускатные, четырехскатные, мансардные. Это тот самый балканский уют. После 2000 года началась эра курортного строительства, которую мы видим сегодня. Но именно этот микс старого и нового создает уникальный шарм, которого нет на Солнечном берегу. Факт номер 2. Физика воздуха. Роза ветров. В рекламных проспектах любят говорить про целебный воздух, но редко объясняют, как это работает. Это не магия, это аэродинамика. Свети Влас расположен в уникальном месте природной аэродинамической трубе. Потоки воздуха с хребта Старая Планина спускаются вниз к морю, обогащаются ионами йода и солей и создают постоянную циркуляцию. Здесь не бывает смога. Воздух не стоит, как в бетонных колодцах больших городов, как, например, в Софии. Именно поэтому еще в советское время здесь строили санаторий для лечения астмы. Вы платите не за стены, вы платите за свои легкие. Для тех, кто выбрал Свети Влас, имейте в виду, что это бесплатный фитнес. Факт номер 3. Ловушка рельефа. Но за горы приходится платить ногами. На панорамных фото все выглядит идеально ровным. В реальности Свети Влас – это каскад. Угол наклона улиц в районах Инцараки или верхней части юрты может достигать 15-20 градусов. Если вы планируете перемещаться пешком, с детской коляской или у вас больные колени, будьте предельно внимательны. Поход за хлебом здесь может превратиться в бесплатную кардиотренировку. Факт номер 4. Зимний режим. Зимой Свети Влас впадает в спячку, но не замирает, как чисто туристические поселки. В отличие от Солнечного берега, здесь живет местная элита и много экспатов. Что это значит для вас? Это значит, что супермаркет «Меркурий» работает, школа открыта, офисы курьерских компаний работают, общественный транспорт курсирует, администрация функционирует. Это жизнь в формате тихой гавани. Если вам нужна тусовка и ночные клубы, зимой вам будет скучно. Но если вы ищете безопасность, тишину и приватность, это ваш рай. Факт номер 5. Пляжная специфика. Не ждите здесь бескрайних дюн, как на Солнечном берегу. Пляжи Свети Власа камерные, нарезанные волнорезами на небольшие бухты. У этого есть плюс. Меньше случайных людей, но есть и минус. В пик сезона в августе место под солнцем нужно занимать заранее. Зато почти все пляжи имеют сертификат «Голубой флаг» за чистоту воды. Факт номер 6. Архитектурный код. Эффект Диnevi. И, наконец, визуальный порядок. Вы замечали, что крыши здесь одного цвета, а заборы из натурального камня. Это наследие застройщиков братьев Dinevi, которые задали единый стиль курорта. Здесь запрещено строить разномастные киоски и портить единый облик улиц. Это создает ощущение визуального порядка и Европы, которая напрямую влияет на ликвидность. Это один из самых ухоженных курортов побережья, где цена недвижимости защищена эстетикой. Разбор районов и дилемма таксы. Чтобы вы не переплатили, давайте разделим город на 3 понятные экономические зоны. У каждой своя философия. Зона номер 1. Квартал Русалка. Зеленая зона. Это выбор прагматиков. Здесь вы не найдете пафосных ворот с позолотой. Это нормальная городская застройка. В чем главная фишка? Квартиры здесь в 90% случаев продаются без таксы поддержки. Соответственно, здесь нет бассейна во дворах и садовников, которые поддерживают безупречный ландшафт. Зато именно этот район выбирают для жизни сами болгары. Местные жители умеют считать деньги и избегают вечной привязки к управляющим компаниям. Наверное, они что-то знают. Зона номер 2. Квартал Диnevi и Марина. Золотая зона. Полная противоположность Русалки. Это и есть то самое болгарское Монако. Яхтенный порт, идеальная брусчатка, охрана на каждом углу. Здесь самая высокая такса поддержки на побережье. От 600 до 2000 евро в год, а иногда и выше. Но вы понимаете, за что платите. Это сервис уровня 5-звездочного отеля. Это зона для статуса, престижа и дорогой сдачи в аренду. Зона номер 3. Юрта и
Инсараси – красная зона. Районы активного роста. Здесь много новых домов и потрясающие виды, так как они находятся выше по склону. Но нужно быть осторожным. Местами инфраструктура не успевает за застройкой, и можно купить квартиру в доме, к которому ведет грунтовая дорога. Инсайт. Вся правда о таксе поддержки. На этом моменте я хочу остановиться. Такса поддержки – это самый болезненный вопрос для покупателя. Что лучше, платить или экономить? Посмотрим на 3 вещи объективно, без эмоций. Аргумент против. Покупая квартиру без таксы, как в «Русалке», вы экономите. Это факт. Вы никому ничего не должны, но есть риск. Если в доме нет сильного лидера или управдома, через некоторое время подъезд может обветшать, лампочки перегорят, а фасад посереет. Дом без хозяина стареет в 3 раза быстрее. Аргумент «за». Такса поддержки – это не грабеж, если деньги идут в дело. Это инвестиция в капитализацию вашего жилья. Вы платите за то, чтобы через 10 лет ваш комплекс выглядел как новый. С зеленым газоном, чистым бассейном и работающим лифтом. Такие варианты всегда легче продать. Вывод. Проблема не в сумме таксы. Проблема в честности управляющей компании. Есть те, кто просто собирает дань, а есть те, которые реально работают. Поэтому при подборе квартиры всегда проверяйте репутацию управляющей компании. Это ваша страховка от разрухи. Иерархия тишины. В прошлом видео мы были в Варне. Городской шум там достигал 64 дБ. Это уровень громкого разговора, который давит на уши постоянно. Солнечный берег был тише, около 40 дБ. А теперь посмотрите на экран. Мы находимся внутри квартиры номер 2, в самом центре Святого Власа. Сейчас мы замеряем уровень шума в этой квартире. 18-23 дБ. О чем нам говорят эти цифры? Во-первых, это качество строительства. Такие показатели возможны только при идеальной звукоизоляции стен и дорогих стеклопакетах. Улица отсекается полностью. Во-вторых, это уровень акустической гигиены. Это в 3 раза тише, чем в Варне. Ваш мозг здесь реально отдыхает. Вот она, скрытая ценность качественной недвижимости. Обзор квартир. А теперь переходим от теории к практике. Квартира номер 1. Разумный бизнес-проект. Сейчас мы с вами находимся в Свете Влас, в элитном комплексе. Квартал Юрта Путпытя. Это 2-комнатная квартира. Сейчас мы с вами зайдем и посмотрим, как она выглядит изнутри. Начнем с того, что формирует первое впечатление. Это подъезд. Посмотрите на этот люксовый лифт с дизайнерской подсветкой. Но деталь, которая меня действительно поразила, в коридорах на этажах стоят тарелки с угощениями. KitKat, Bounty. Я вижу такой сервис в жилом доме впервые. Управляющая компания окружает жильцов исключительной заботой. Сама квартира площадью 55 квадратов на 5-м этаже. Почему я называю это разумным компромиссом? Мы всего в 100 метрах от моря, но не переплачиваем за бренд Динови. Обратите внимание на комплектацию. Это классический пример объекта «Заходи и живи». Сейчас мы с вами посмотрим, какой вид с балкона. Ой. Преимущество этой квартиры: на балкон можно заходить с 2 комнат. Здесь фирменная техника, посудомойка. Собственники установили дорогие инверторные кондиционеры. Теперь поговорим о расходах и выгоде. Такса поддержки здесь составляет 605 евро в год. За такой уровень сервиса с конфетами и идеальной чистотой это более чем адекватно. Если купить пустую квартиру и сделать ремонт, вы потеряете полгода жизни. Здесь готовый арендовый бизнес с первого дня.
И цена этого готового решения 108 тысяч евро, 1965 евро за квадратный метр. Квартира номер 2. Санаторий на Дому. Вторая квартира для тех, кто ставит во главу угла комфорт. Сейчас мы с вами находимся в центре Святого Власа. Это элитный комплекс. Двухкомнатная квартира. Сейчас мы зайдем и посмотрим, как она выглядит изнутри. Кстати, о входных группах. Если в первой квартире лифт был просто современным и люксовым, то здесь посмотрите на этот лифт. Это уже заявка на тяжелый люкс. Гравировки сделаны под аристократический стиль отделки. Это не просто подъезд, это парадная. Вы чувствуете статус дома, просто нажимая кнопку этажа. Сама квартира 53 квадратов, высокий первый этаж, гарден, апартамент. Преимущество этой квартиры – есть 2 выхода в бассейн. Но главная ценность здесь находится за пределами квартиры. Это инфраструктура комплекса, крытый бассейн с соленой водой, полноценный спа-центр, ресторан. И все это работает 365 дней в году. Сколько стоит обслуживание этого великолепия? Такса поддержки 636 евро в год. Вдумайтесь в эту цифру. Это всего 53 евро в месяц за доступ к спа и бассейну. Абонемент в фитнес-клуб стоит дороже. Это не расход, это инвестиция в здоровье. Цена этого объекта 111 тысяч евро, 2095 евро за квадратный метр. Да, цена метра здесь самая высокая в обзоре, но вы платите за премиум множитель и ликвидность круглый год. Квартира номер 3. Экономика свободы. Сейчас мы находимся в Святом Власе, район Русалка. Это трехкомнатная квартира. Преимущество этой квартиры – она без таксы поддержки. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, как она выглядит. А теперь, внимание, резкий поворот. Мы посмотрели комплексы с идеальным сервисом и соответствующей платой за него. Но что, если я скажу вам, что можно получить вид на $1 миллион и не платить управляющей компании ни цента? Здесь открывается панорамный вид. И это еще не все. Огромная терраса, которая опоясывает почти весь периметр. Вид на море, на весь город Несебры, Солнечный берег. В пафосном комплексе за такой метраж вы бы платили 2000 евро таксы ежегодно. Яхта Марина Динови. Преимущество этой квартиры, она огромная, 137 квадратных метров. 2 санузла и выход на террасу каждой комнаты.
Здесь такса поддержки 0 евро. Да, здесь нет лифта, 4-й этаж, нет бассейна. Но за 10 лет владения вы сэкономите на таксе огромную сумму. Это святой грааль для прагматиков. Цена этой свободы 136 тысяч евро. 993 евро за квадратный метр. Меньше 1000 евро за метр в 2025 году. Это настоящая находка рынка. Квартира номер 4. Тест на качество. Локация – центр. После таких эмоций давайте вернемся к техническим деталям. Сейчас мы находимся в Святом Власе, в самом центре. Это двухкомнатная квартира, переделанная на трехкомнатную. Сейчас мы посмотрим, как она выглядит изнутри. Просторная, да? Тут есть кухня большая отдельная. Зона кухонная. Четвертый вариант – почти 90 метров в центре Святого Власа. Но дешево часто пугает. Давайте проверим качество постройки. Главный враг недвижимости у моря – это плесень. Святой Влас сжат горами. И здесь может застаиваться влага. При осмотре квартиры я смотрю не только на мебель, но и на углы. Здесь сухо. Это значит, гидроизоляция сделана правильно. А если бы здесь были черные точки, никакой вид на море не спасет ваши легкие. Здесь есть балкон, но он небольшой. В этой квартире есть маленькая кладовка, где можете поставить стиральную машинку. Такса поддержки здесь стандартная для центра – 720 евро в год. Это честная плата за чистоту и порядок. И финальная цифра цена – 98 900 евро. 1111 евро за квадратный метр. Для сравнения, новостройки здесь стартуют от 1500. Перед нами явно недооцененный актив. Квартира номер 5. Город в городе. Локация Робинзон, Форт Нокс. Сейчас мы находимся в Святом Власе, район Робинзон. Это двухкомнатная квартира. Сейчас мы войдем внутрь и посмотрим, как она выглядит. Это феномен рынка. Представьте, огромный турецкий отель 5 звезд Ultra All Inclusive. Только квартиры здесь в частной собственности. Вдумайтесь, 17 бассейнов, водные детские аттракционы и даже зона барбекю, уютно спрятанная в собственном маленьком лесочке. Рестораны, магазины, салон красоты, здесь есть все. Если у вас дети, это спасение. Выпускаете ребенка во двор, и он занят весь день. Территория реально охраняется. Квартира 77 квадратных метров, 2 террасы, высокий первый этаж. Нюанс, летом здесь очень людно. Тишины в 18 дБ на улице не ждите.
Особенности этой квартиры: на территории комплекса 17 бассейнов и выход на балкон с 2 комнат. Такса поддержки 1155 евро в год. Да, это выше среднего, но посчитайте, сколько стоит обслуживание 17 бассейнов и аквапарка. Вы платите за инфраструктуру, которой пользуются каждый день. Цена этой квартиры 98 400 евро. 1278 евро за квадратный метр. Это золотая середина рынка. Сбалансированная покупка для аренды с гарантированным спросом. Выводы. Друзья, подведем итог. Световлас – это зеркало ваших приоритетов. Нужен сервис и конфеты в подъезде? Ваш вариант – юрта за 1900 за квадратный метр. Хотите сэкономить в долгую? Берите русалку за 990 евро метр без таксы. Ищите пассивный доход? Fort Knox – ваш выбор. Все 5 квартир реальны и в продаже прямо сейчас. Переходите по ссылке под этим видео или сканируйте QR-код на экране на наш сайт. Выбираете номер или номера понравившейся квартиры. Заполняете за 20 секунд. И уже завтра мы с вами свяжемся и забронируем просмотр на удобную вам дату. Ссылка и QR-код прямо под видео и в первом закрепленном комментарии. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!